Мне нужна супруга, которая со мной от начала до конца. Там находиться нельзя, невозможно. Просто, все. Как вообще в мирном времени жить? Я уже сейчас это не помню, я не знаю. А как ты сможешь с ними мясо есть за одним столом? После Бучи. Она кричала в трубку, говорила: Таня, я не верю, Васи больше нет. Не стеснялся выражений, говорил, что все фашисты на Украине. Если бы на секунду сказал бы, так все однозначно, то это говорило бы это чему-то очень плохого. Ясно совершенно, что политическая идея, что украинцы и русские один народ. Даже мы уже победили тогда. Мы же страдали, мы же все это прожили, поэтому мы такого делать не можем. Я патриот, но я патриот своей собственной жизни. Ваза полетела мужу в голову, вместе с ней разбилась моя семейная жизнь. Я так это почувствовала. Миллионы людей двух некогда дружественных стран стали друг для друга врагами. Но одно дело, когда граница проходит где-то там, в 1000 километров. Другое, когда обнаруживаешь врага в собственном доме, за обеденным столом или в постели. Этот фильм о русско-украинских семьях. Пишите в комментариях, что думаете об историях наших героев, и подписывайтесь на канал. Наша первая героиня украинка. В Россию переехала 11 лет назад, еще до аннексии Крыма, а 2 года назад вышла замуж за русского. После начала боевых действий приняла непростое для себя решение – остаться в России. Но попросила не показывать свое лицо, потому что сегодня в России даже желание поделиться личной историей может быть уголовно наказуемым. Конечно, когда я узнала, вот эту новость, первое, к кому я побежала, это к своему мужу. То есть вот такое происходит. На что он мне сказал: Таня, извини, конечно, меня. Я, конечно, все понимаю, что у тебя там близкие. Это последствия 8 лет. И, какие-то мне начал приводить аргументы в пользу того, что русских там всех угнетают, и так далее, тому подобные все вещи, которые четко сняты как под копирку из понятных источников. Ощущение, как я себя чувствовала на тот момент, это ощущение было какой-то безысходности, такое впечатление было, что я загнана просто в ловушку. Буквально все, кому я на тот момент, со слезами на глазах, в каком-то таком состоянии, я у всех видела стеклянные лица, и, у меня как будто 2 мира получилось, в которых я нахожусь, как зазеркалье какое-то. С одной стороны, это Украина, в которой мне мои близкие рассказывают страшные вещи, рассказывают, как страшно, когда бомбят. А с другой стороны, другой мир, в котором есть совершенная уверенность, что это все правильно, так нужно делать. И вот вы встретили от мужа рассказ про 8 лет и про то, что вообще это закономерно, и иначе никак не может быть, и все это оправдано. Вы ему рассказывали про гибель мирных жителей, разрушенные города, убитых детей. Да, хотелось, чтобы он увидел картину с другой стороны, конечно же, потому что это мой близкий человек, но он ничего не хотел слушать, в буквальном смысле этого слова. То есть такое впечатление, что человек верит своему государству, ему так комфортно жить, он не хочет видеть другую сторону медали. Абсолютно не хочет. То есть все мои попытки показать ему, что что происходит на самом деле, они вызывали агрессию с его стороны. Своими попытками что-то до него донести, я расшатывала его собственный мир, в котором ему жить комфортно. И, конечно, мы ругались, конечно, поначалу, находясь в каком-то эмоциональном таком состоянии, я злилась на него, сердилась, что он верит каким-то новостям, он не верит живым людям, живым моим родственникам. И я так поняла, что очень многие люди здесь, в России, им просто комфортно этого не видеть. Верить своему государству, верить тому, что это правильно. То есть четкая уверенность, четкая убежденность, что если бы не мы, то напали бы на нас. И эта картинка у моего мужа как раз была та, что это так надо, если это происходит. И гибель гражданских так надо. В течение всего года, больше уже. Вы знаете, здесь же вера есть, что гражданские, если умирают, то в малых количествах, это не переломать. Это не... А все остальное – это постановки.
И вот эти два мира, в которых я оказалась, между двух миров. Остаться здесь — это значит принять эту позицию. Ну, с какой-то стороны. То есть вот как? Вот как мне нужно было поступить? Вы выбрали остаться. Почему? Вот у меня была борьба. Я скажу так, если бы я в 21 году не вышла замуж за мужчину, который действительно достойный уважения. Мне очень повезло встретить такого мужчину, и если бы я не вышла замуж за него в 21 году, я бы уехала в первый же день. Я ходила по Москве, и мне казалось, что все вокруг враги. Все вокруг враги, все, абсолютно. Воздух мой враг, которым я дышу. Он меня отравлял. Вторая волна такого жестокого депрессника меня настигла 21 сентября, когда у меня началась паника, что мало того, что там это все, так еще, у меня муж, он супруг, он служил, у него, он был в горячих точках, то есть... А он собирается идти, если его призовут? Нет, он не собирается идти. Мы пошли учиться по моей инициативе. Вот. То есть он согласился пойти учиться, тем более было куда дальше двигаться в этом плане. Но, конечно, определенное расхождение в наших взглядах, оно повлияло на то, что в один прекрасный момент он мне сказал: ты реши для себя, или ты здесь и с нами. Потому что мне нужна супруга, которая со мной от начала до конца и поддерживает абсолютно все мои взгляды. То есть я хочу, чтобы я мог с тобой разговаривать и высказывать все свои точки зрения, а не думать я тебя обижу, или твоих родственников, или что-то еще. И с этого момента я, конечно, задумалась о том, что, наверное, мы по разные стороны баррикад находимся. Что из этого может получиться? То есть очень было сложно для понимания мне, как мне дальше поступить. То есть предать все, во что я верю, получается так. Я попросила супруга сделать паузу. Вообще, говорю, давай пару месяцев просто друг друга не трогать на эти темы, ни на что. Сделаем такую некую паузу в этих обсуждениях. То есть все, просто для нас эта тема с этого момента стала абсолютным табу. Вы выбрали остаться. Условием, что вы остаетесь, насколько я поняла с вашего рассказа, было принятие позиции мужа. Вот такое условие он поставил. Как вы с этой задачей справились? За 3 месяца мы вошли просто в колею нашей жизни, такой достаточно загруженной жизни. У нас много разных дел, и, в общем-то, есть куда направлять свою энергию, свои силы. Где-то через месяц, после того, как мы перестали обсуждать что-либо из этих новостей, он начал интересоваться, как мои близкие. Просто сам, если до этого он не спрашивал. Начал сам интересоваться, как близкие, как мама, может, что-то нужно. То есть он начал проявлять какую-то заботу, интерес по отношению к тому, все ли хорошо конкретно у моих близких людей. И, наверное, это то, что мы с ними не обсуждаем эти вещи, это как-то вывело нашу жизнь в привычное русло, без этих траблов. Ваш муж сказал, что ему нужна жена, которая полностью его поддерживает и полностью на его стороне. Вы оказались в чудовищной ситуации. Ваши близкие были в шаге от смерти в буквальном смысле слова. Это не метафора, к сожалению. А вам не нужен муж, который вас поддерживает в таких ситуациях? То, что я проделала со своей душой за это время, это сумасшедшая работа. Этот пендель под зад, извините, за выражение, он позволил порыться в таких глубинах. И я для себя приняла решение, что я патриот. Но я патриот своей собственной жизни. Я патриот своей собственной семьи. Я патриот своих близких. Я патриот своего мира. И я буду жить в своем мире и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Иначе мир просто раздавит меня. Если каждый раз менять... Мой супруг – это 3-й мой супруг. И мне есть чем сравнить. Если я еще из-за этого всего потеряю свою семью, замечательную семью, замечательного мужчину, и
даже не важно, ну, это уже будет наша история, даже если там ничего никто не гарантирует там и так далее, да, вы понимаете. Но это это моя история, это моя жизнь, это моя семья, это мой мужчина. Да, есть нюанс, что мужчина мой, ну, маленький нюанс, да, наверное, это единственная его плохая привычка, да, или как, ну, как назвать, плохая, вот есть у мужчин плохие привычки, кто-то пьет там, А кто-то верит пропаганде. А кто-то верит пропаганде, да, вы правильно сказали. А как вы совмещаете, как вы себе это объясняете, что есть хороший человек, достойный человек, который поддерживает такую ужасную войну? На мой взгляд, большинство россиян, будучи хорошими, порядочными людьми, это их защитная они не хотят видеть правду. Просто. А возможно, когда все раскроется, я очень на это надеюсь, да, наступит день, когда все поймут. Ну, наступит этот день, скорее всего. Им станет страшно. И то, наверное, не всем. Это защитный слой, это защитная реакция, это оболочка. И она настолько толстая, что ничего не может ее разрушить. Как ваша украинская семья отреагировала на то, что вы остались? Они все до одного сказали мне, что не вздумай разрушать свою семью. Когда я находилась в смятении, не понимала, что мне делать, как мне правильно поступить. Мама первая сказала, что не вздумай разрушать свою семью. Не вздумай. То есть никто не говорил, предательница осталась в тылу врага? Единственный человек, он мне ничего не говорил, он просто перестал со мной общаться, это мой родной дядя по отцу. Он просто с самого начала, в принципе, не отвечал на мои сообщения. Мне было, конечно, очень больно. Но я думаю, что когда все закончится, я обязательно туда поеду, и, все будет хорошо. У этой героини получилось сохранить семью ценой компромисса. Наша следующая история про семью, где компромисс оказался невозможен. Ольга также украинка, также вышла замуж за русского, с которым прожила последние 8 лет в Украине. Незадолго до начала военных действий семья переехала в Россию на родину мужа. Ольга всегда считала, что семья – это ее самый большой и успешный проект. И поначалу действительно муж поддерживал. Однако, чем дольше длились действия, тем больше накалялась атмосфера в семье. Так вот выглядит наш город. Это самый центр. Мы не звали сюда никого, это правда. И у нас можно разговаривать свободно по-русски до сих пор. Мой муж музыкант. Он сам родом оттуда, с Чукотки. И ему предложили интересный контракт во всех отношениях. И мы решили, что мы таким образом сможем реализовать наши мечты. И я узнала, что началась война. План А был дождаться лета и улететь, и остаться там, забыть вообще о стране с названием Россия и жить дальше. Если это становится более ужасным, чем мы думаем на тот момент, на февраль, то мы куда-то бежим в Европу. Это был план Б. И кажется, что-то пошло не по плану. Все, конечно, пошло не по плану. Дальше мы смотрим, что конфликт развивается, ужасающе. Мы не были готовы. Я про себя буду говорить, наверное. Я отвечаю, конечно, только за себя. Я, пожалуй, что не была готова. Я же постоянно была на связи со своими родственниками, которые мне рассказывали, какой Армагеддон творится у нас в городе, а Харькову и Мариуполю досталось больше всех. Всем досталось. Это страшная трагедия. Мне до сих пор трудно говорить об этом.
Мне все это рассказывали мои родители, которые там в этот момент жили, и моя сестра двоюродная, которая в метро жила с племянницей почти 3 месяца. Мои друзья, я 24/7 просто была со всеми на связи. И постоянно вот этот вопрос, живы. Я понимала, что ситуация развивается только хуже с каждым днем и более ужасно. Я говорю, давай мужу своему, ты видишь, ситуация ужасающая, давай бежать. Ты как гражданин РФ, но мой муж и отец ребенка приравниваешься по документам к статусу резидент Украины. Можешь вместе со мной, со своей семьей сейчас в любую точку Европы. Нас там примут, беженцев принимают. И мы там уже будем как-то пережидать. В этот момент мы жили как раз в служебной квартире, предоставленной нам. Ему позвонили из муниципалитета в тот момент и предложили эту квартиру приватизировать. То есть, по Булгакову все. То есть всех нас испортил квартирный вопрос. То есть, речь не шла о том, что совсем уж там он поддерживает эту войну и политику. Появились такие фразы: ты, Оля, всех достала с этой войной, а кроме войны ничего больше не видишь. Мы еще раз поговорили, и я говорю, я не могу здесь находиться, нам надо бежать отсюда. Реальность ужасающая, у нас гибнут близкие люди, мой брат двоюродный погиб, а тут все носятся с этими буквами Z, как сумасшедшие, у всех настроение хорошее, праздничное, все в таком предвкушении счастья, вот мы всех сейчас освободим. Это театр абсурда был. Я поняла, что я потихоньку схожу с ума. Я еще там посты стала писать в Фейсбуке. ФСБ стала приходить. Мужу тоже там штраф выписали потом. А ФСБ приходила прям к вам в дом? Да, ко мне. Вежливо мне объяснили, что не стоит, имея ребенка, не стоит. Муж сказал, что ты понимаешь, ты тут, если так себя будешь вести, ты сейчас окажешься за решеткой, мы все окажемся за решеткой. Миша окажется, сын, в детдоме. И все. Я говорю, я понимаю, поэтому нам надо бежать отсюда. Он говорит, можно все сделать по-умному и молча, потихоньку дождаться конца войны здесь, приватизировать эту квартиру, потом продать ее, заработать денег, а когда закончится война, вернуться в твой любимый Харьков. Я говорю, это абсурдно, то, что, нет, это невозможно. Ольга, а почему невозможно? Я уверена, что нашлись бы люди, которые действовали бы хладнокровно, прагматично, исключительно в своих личных интересах. Да, за 9 лет совместной жизни открылась разница впервые очень сильно между русской и украинской ментальностью. Я говорю, да, Толик, ты можешь сидеть тихо. Вы сидели тихо таким образом своего Путина 20 лет. А мы вышли на Майдан. Вот и разница между нами. Даже ради сохранения семьи? Как показала реальность, мне надо было в тот момент сохранить себя, свою идентичность и свою личность. А без личности какая может быть семья? Семья строится на личностях в моей картине мира. Вот этот разговор, когда он сказал, давай-ка тихонечко посидим тут, и все у нас будет хорошо. Он был поворотным? Поворотным была история с домиком Абрамовича. Это было как раз после Бучи. А я же жила в ленте новостей. И когда я увидела Бучу, открылась Буча, это начало марта было. Я словами не могу передать, что я испытала. И у них там был какой-то банкет, там есть домик Абрамовича. И он говорит, ой, я, говорит, пойду... Меня на шашлыки приглашают, возьму Мишку, сына, и мы пойдем. Ты извини, я тебя не приглашаю, потому что ты опять с этой Украиной сейчас начнешь. И я говорю, слушай, а как ты сможешь с ними мясо есть за одним столом? С этими ребятами, которые поддерживают всю эту историю. После Бучи. А муж смотрит на меня и говорит, а мы про Бучу не будем. Там банкет вообще не про войну.
Ну, я поняла, что и семьи наши уже все, что все. Мы разные. Что-то главное между нами сломалось. В общем, честно признаюсь, я девушка эмоциональная, украинская. Ваза полетела мужу в голову. И, в общем, вместе с ней разбилась моя семейная жизнь. Я так это почувствовала. Ну, вот это было поворотным моментом. Как развивались события дальше? Стала умолять мужа, пожалуйста, что угодно сделай, чтобы мы улетели. А он уже сказал, я никуда не полечу. Я бомжевать в Европе не собираюсь. Ты моя семья, ты должна быть рядом со мной. Я говорю, не смогу. Ну, он говорит, что ты меня бросаешь. Ну, это твое решение. В общем, потом вроде как он стал говорить, ну, раз ты так не можешь, улетай, я прилечу позже за вами. Я для себя решила, что как только я вот дня 3 пролистаю ленту новости харьковские, и не будет не будут гибнуть мирные жители, я собираю чемодан и еду домой. Вот так и получилось. А его семья вас тоже не поддержала? Его семья поддержала Путина и войну. Сразу. Очень агрессивно они отреагировали на меня. Я ж у них машину забирала. Это было очень агрессивное поведение. А что они сказали? Ну, когда они меня встретили в аэропорту, сестра родная мужа, вот такая, выхожу из самолета, потерянная. Она бросается мне на шею, там, ха-ха-хи-хи, привет. Ну, а я как в другой реальности нахожусь в себе, я не могла там никак реагировать. Она говорит, а что с тобой? Я говорю, Алена, говорю, мой брат погиб, говорю, наш город разрушен. Ну, вот так. Ну, и она сразу в лице поменялась, она говорит, я к тебе с автоматом не приходила домой. Ну, мы подходим к машине, а, кстати, машины огромная буква Z наклеена, написано, я русская, и мне не стыдно. Вы каждый день рискуете своей жизнью и жизнью своего ребенка. Почему вы это выбрали? Потому что это моя земля. Если все останутся в Европе, миллионы беженцев, которые сейчас в Европе, то кто будет тут? Мы нужны нашей стране. Мы ее любим. Она наша кровь. Харьков – это моя кожа. Если все сейчас как крысы сбегут, то мы пропадем. Мы такие вещи не можем простить, никогда не простим. Илья, этнический украинец, большую часть жизни прожил в России и особо не задумывался, что написано в графе «национальность». Однако события последних лет, и особенно война, заставили вспомнить его об украинских корнях. У меня отец родом из Украины, Винницкой области. Вот. Он служил в Одессе, в Черноморском флоте. И там познакомился с моей мамой. Это было еще в Советском Союзе. Там у них родилась моя сестра старшая, после чего они поехали в Калининградскую область. Я особо не считал себя украинцем до определенных пор, пока я не стал интересоваться именно политикой. У меня был самый первый шок, когда я увидел фильм «Зима в огне», как все это происходило на Майдане. Я очень прям наполнился всем этим. Очень сильно повлиял на меня эмоционально этот фильм. Я стал изучать историю этого конфликта, разбираться. Больше понимал, что эта украинская часть меня, она во мне просыпалась. Уже с 18-го года я уже начал ходить в акции протеста. Помню, марш Немцова первый раз ходил. Это был в Петербурге в 17-м году возле Ферьянского вокзала. С начала 22-го года, не раздумывая, прям 24 февраля вышел на
первые митинги, не было вообще никаких сомнений у меня в голове, что я украинец. А что вы испытали, когда узнали о начале военных действий? Шок, конечно, и даже конфликты у меня там были в полицейском участке первый день, когда меня вставали, там дошло даже небольшой потасовки с сотрудниками. Жена Ильи мужа поддерживает, даже несмотря на угрозу остаться одной без кормильца с 2 маленькими детьми на руках. Зато с остальной частью русской семьи отношения после начала военных действий стали стремительно портиться. Я не стану там прямых цитат переводить, которые я слышал от тесть. Мой тесть проживает в Курске, то есть это приграничная территория. Он вообще как бы не стеснялся выражений, говорил, что украинцев надо уничтожать. Я, честно, не ожидал от этого, потому что я считал как бы более благоразумным, что ли, человеком. У него такое инженерное образование, разбирается в электрике, многие вещи чинит, там строится, но вот эта ватная пропаганда, она, видимо, тоже захватила его. А что он отвечает на ваши аргументы? Все фашисты на Украине. Вам удалось каким-то образом сохранить, получается, с ними отношения? Ну, с тестем я пока не общаюсь. Он живет далеко от нас сейчас. И не желает как бы поддерживать с нами общение. Как вам, будучи украинцем, жить в России сейчас? Это тяжело. И как бы наблюдать все это, все эти буквы В, В. Не особо вижу для себя будущего сейчас в России. Я стараюсь как бы сейчас уладить какие-то вещи, чтобы перевести семью куда-то за границу. Конечно, сейчас это становится все сложнее и сложнее, но тем не менее я не оставляю этих усилий, смотря вот эти все ролики, как в детских садах или школах, где детям надевают пилотки, там они поют какие-то песни, в руках у них автоматы. Понимаю, насколько это ужасно, и насколько я не хочу, чтобы мои дети были причастны ко всему этому, чтобы их также вот программировали с самого детства. Кроме жены, никто позицию Ильи не поддержал, даже его украинские родственники. На фоне войны связи разорваны во многих семьях. Как с этим жить? Мы спросили семейного психолога Людмилу Владимировну Петрановскую. У меня вот на лекциях в Тбилиси, в Батуми было очень много таких семей, которым плохо со всех сторон. Им очень тяжело разговаривать как с родственниками с одной стороны, так и с родственниками с другой стороны. Но, возможно, вы говорите все время очень тяжело, но как будто шанс все равно остается. Шанс всегда остается, люди всегда могут принять какие-то решения и расставить приоритеты, да? Как быть, когда у тебя общий ребенок, и бабушку с одной стороны обстреливают, а бабушка с другой стороны, гипотетическая ситуация, говорит, а вам там так бандеровцам надо? Ну, обычно бабушки все-таки чаще не говорят, что так вам и надо. Они говорят там, не придумывайте, да ничего этого нет, да вы сами там, да это ваш... наркоман деревенский, да, то есть обычно же все-таки людям сложно прям осознанно встать на сторону насилия. Они как-то это всегда маскируют какими-то разговорами, что это все обман, это все не так, это не совсем так, это вынуждено, это они сами. Если ты не совпадаешь в позиции с близким человеком, сохранять контакт, разрывать контакт, пытаться объяснить себя. Если есть возможность разделить человека и его позицию, если у вас есть на это ресурс, если есть возможность, если ситуация это позволяет, хорошо бы. И иногда просто нет на это сил, и единственный способ вообще не поехать крышей, это там дистанцироваться. И, в общем, все имеют на это право. Есть у нас одна из историй, которую нам рассказали. Сын женат на украинке, и его семья российская перестала с ним общаться. Что происходит в голове у родителей, которые готовы ради политической позиции отказаться от собственных детей и отрезать с ним общение? Как они себе это объясняют? Что там за механизмы за этим спрятаны? Я думаю, что это не ради политической позиции, а это ради сохранения какого-то душевного покоя. Потому что если ты продолжаешь общаться, ты находишься в очень тяжелой ситуации. В общем, такой маловыносимый, да, когда тебе рассказывают, что происходит, да, через что приходится проходить людям, какие риски для
угроза непосредственно для твоих собственных внуков. И ты ничего не можешь сделать, ты же не можешь это никак отменить. И в этом смысле вот это прекращение общения, мне кажется, это такой, способ как бы поберечь себя. Зажмуриться, не слышать, не знать. И надеяться, что все как-то обойдется, а потом как-то рассосется. Муж пытался как-то восстановить отношения? Мы переписывались с мужем, были на связи. В плане там, как вы и как ситуация. Муж творческий же мой человек. У него там, смотрю, он выкладывает там новые песни, какие-то мажорные, пафосные, там, про Чукотку. Все так хорошо. Какие-то новые альбомы там пишет, веселые такие, наполненные оптимизмом. В общем, просто написала, что Толик, а вот в это время, как ты пишешь такие мажорные песни, русские солдаты уничтожают наш город, наших людей, город, который ты так любил, который тебе подарил 8 лет счастья. Половина домов в нашем районе уже просто нет. Просто написала такой комментарий на его канале. В общем, он написал мне, что зачем ты это все делаешь, ты меня посадить хочешь, я не могу сейчас писать про Украину. Я говорю, было бы, наверное, честнее просто молчать. Ты же мне предлагал молчать. Говорю, это как вот такой средний компромиссный вариант, это молчать. Говорю, честнее было бы, чем делать вид, что ничего не происходит. Если ты не можешь сказать, то молчи. И, в общем, после этого мы перестали общаться. Мы хотели поговорить с мужем Ольги, узнать его точку зрения. От интервью он отказался, но в переписке показался человеком адекватным и незлобным и объясняет расставание с женой скорее бытовыми причинами, чем идеологическими. Отдавая должное его точке зрения, мы все-таки хотим познакомить вас с одной из тех песен, которые он пишет сейчас. Было очень хорошо здесь пить кофе, и кто-то влюблялся здесь, кто-то с детками заходил булочку скушать. Сейчас вот так. Еще одна украино-русская семья смогла не только преодолеть все препятствия вместе, но и при этом остаться верными своим взглядам, своим убеждениям. До начала войны они жили в Украине. В Москву переехали буквально за несколько дней до 24 февраля. Получилось, что какие-то появились интересные возможности. То есть там была очень классный проект кофейный, и появилась возможность в нем себя проявить и быть полезной компании. А у Ивана начиналась там история со школой поваров. Соответственно, мы до 16 февраля, наверное, 3 или 4 месяца мы сознательно готовились к переезду в Москву. И сначала у нас билеты были на 23 февраля, а потом их перенесли, мы случайно нашли очень быстро квартиру в Москве. До 24 февраля мы были чем-то заняты своими бытовыми вопросами. Когда одним утром проснулись и поняли, что оставаться уже точно мы не будем, осталось быстро поменять придумать план «Б». Как это произошло? Я помню очень хорошо, мы параллельно взяли телефоны с тумбочек, просто повернулись и просто говорим, надо выезжать. У Ивана русский паспорт, соответственно, мы боялись, что закроются границы, поэтому у нас был полный вперед. Просто выехать за пределы России, неважно куда, то есть просто чтобы не остаться в Москве и не быть заблокирован там просто физически. То есть, да, это вопрос был именно, это было ощущение сугубо физического какого-то такого лукаута, то есть мы не обсуждали, что подождем денек-два, то есть мы обсуждали такое примерно. Геннадий, знакомый вообще, застрял в Стамбуле 2 дня, не может улететь, другой застрял в Домодедово, не может улететь. Как? Сколько стоят билеты? Это было действительно состояние невозможности находиться, было тупо дышать невозможно было. Это было очень такое стромяческое, в жизни такого не было никогда, это было куча всевозможных эмоций, ощущений, которых, честно говоря, не вижу смысла их там детализировать и разбирать, просто хотел понять, что надо там находиться нельзя, невозможно, просто все. Наверняка вы знаете таких людей, я, по крайней мере, точно знаю, которые приняли решение остаться и, наоборот, почувствовали, как здорово, что мы сейчас не в Украине, а мы в России,
и у нас здесь возможности, и у нас здесь, не знаю, ипотека, квартира, карьера, физическая безопасность, и уже хорошо. Самое ужасное для меня тот момент, как украинки, да, было оказаться именно в Москве, когда все мои друзья там сбегают, прячутся в подвалах. И, то есть, я начала там со всеми переписываться, да, спрашивать просто об обычно, где вы, как вы, то есть, понятно, просто обмениваться информацией. И они начали меня спрашивать, а как там в Москве? Мне мои друзья украинские писали, ну вы как там, вы в порядке, ну вы там, ну у вас там что? То есть, типа, не обижают, ну то есть, вы как вы? И спрашивает человек, который сидит в подвале под бомбой. И у меня просто в этот момент хотелось, не знаю, исчезнуть. Я сейчас рассказываю, мне мурашки в голове. Это было так страшно, потому что эти люди как бы находят в себе силы заботиться о нас, которые сидят в Мордоре, в этом, но при этом они сидят под бомбами, они реально просто, то есть, ну, тьфу-тьфу-тьфу, они как бы остались целы все. Вот это было трудное. На разные пары, на разные семьи эти события повлияли по-разному. Кто-то понял, что вообще они чужие люди друг другу, и они были вынуждены разойтись. Кого-то, наоборот, это сблизило. Кто-то обнаружил категорические противоречия, но договорился про них никогда больше не говорить. Как на вас это повлияло? У нас как бы всегда было одно мнение, значит, того, там, что делает Россия по отношению как бы к Украине, да, и там, и почему, и куда это может привести. И, в общем, у нас всегда было одинаковое мнение, то, что это очень плохо, и как бы никаких других мнений у нас не было по этому поводу. Потому что все дискуссии были как бы ранее, когда мы начали жить в Украине вместе, да, и все это обсуждать. Тем не менее, я знаю, что есть пары, которые на уровне там, разума все понимают, но при этом я слышала такие истории. Я смотрю на мужа, я понимаю, что его страна сейчас бомбит мою страну, там мои друзья, мои родные, и я просто не могу на него смотреть. Хотя понимаю, что, в общем, муж хороший человек, ничего мне лично не сделал. У меня единственный был момент, украинцы, да, начали очень много в Инстаграме, вот писать, да, про то, что там никакие мы не братские народы. У меня действительно с тем, что я начала это очень много как бы читать, искать вот эту вот разницу в ментальности, особенности вот нашей национальности, да, насколько они у нас присутствуют, и насколько мы действительно как бы разные, и разные мы вообще. Да, если начнешь к чему-то присматриваться так слишком пристально, то ты как бы найдешь там что-то. Я не стала относиться к хуже, к рану или лучше. Но у меня был такой момент, что я прямо вот некоторое время пыталась объяснить какие-то, возможно, там черты там характера, которые, конечно же, мне там не нравятся, да. Пыталась объяснить это не его какими-то особенностями характера, а именно национальной такой как бы составляющей. А это как? Посуду не помыла? Это потому что ты русский. Скорее всего, там какие-то вещи, которые мне не нравятся, да, например, я начала пытаться объяснить это не с точки зрения, что у него такой, как бы такая черта характера, или он так делает, а пыталась объяснить это принадлежностью его к русской ментальности. Вот если бы это было по-другому, да, и вот там хотя бы, не знаю, там на секунду сказал бы, ну вот так все однозначно, то это, конечно, был бы полный вообще коллапс. И лично я, как бы мой характер и мое вот, как сказать, характер, он бы, наверное, не дал мне бы смириться. Я думаю, привело бы это, конечно, к чему-то очень как бы плохому. Но я не вижу никакой неоднозначности, да, сейчас как бы черный ты либо за черный, ты либо за белый. За белых или за черных? Казалось бы, к этому сейчас уже привыкли, но вообще-то речь идет о двух дружественных народах с общей историей, общей культурой, которые, казалось бы, должны жить в мире и согласии. Или русские и украинцы никогда не были братскими народами, и эта дружба лишь миф и плод усилий идеологов и пропагандистов. Об этом мы поговорили с историком, литературоведом, профессором Андреем Леонидовичем Зориным. Долгое время в наследии Советского Союза мы жили с идеей, что украинцы – это братский народ, и вообще ближе них никого нам нет. И вообще Россия и Киевская Русь, матерь городов русских, Киев, действительно мы культурно, национально близки. Вообще современная наука рассматривает народ как позднее культурное образование. Народы как таковые только возникают в новое время.
И, как сказать, их близость или удаленность определяются не столько происхождением, которое может быть общим и различным, сколько пониманием себя, своего места, ощущением другого. Если говорить о том, что у русских и украинцев есть общее происхождение давнее, вызвать никаких сомнений не может. Но ясно совершенно, что это политическая идея единства народа, которая высказывалась в определенное время с определенными политическими целями. Есть замечательное исследование выдающегося украинского историка Сергея Плухи, который рассказывает, кто и когда придумал эту концепцию, что украинцы и русские один народ. А что, есть прям авторы, есть имя такого-то числа, Иван Иванович? Прямо физического автора нету, но круг этих людей есть. И это круг украинский, а не русский, не великорусский. Дело в том, что в 17-18 веке Российской империи после присоединения значительной части земель бывшей Запорожской сечи и, так сказать, втягивание украинских территорий в состав империи, поскольку оба народа были в значительной степени православные, то в России, в Российской империи катастрофически не хватало образованных священников. С этим была беда. А наоборот, малороссийские священники украинские были очень образованными, потому что была польская граница, шли все время религиозные диспуты, значительная часть православных священников вообще временно принимала католичество, училась в польских колледжах, потом снова переходила в православие, и поэтому они в условиях огромного спроса на образованных священников делали блистательные карьеры в империи. Вся верхушка русской церкви была украинского происхождения. И это вызывало страшное сопротивление у коренного населения великорусских губерний духовного, которые говорят, зачем это бесконечные жалобы, не хотим малороссов, почему опять епископом назначили малоросса, сколько можно и так далее. Понаехали, отнимают рабочие места. Отнимают рабочие места, причем самые верхние рабочие места, не приходские церкви, а епископские. Вот. И тогда в ответ на это, поскольку для большого количества украинского духовенства это была карьерная перспектива колоссальная, они стали говорить, да что вы, сумасшедший, мы вообще один народ. Как показал, по-моему, неопровержимо показал Сергей Плохий, это вот оттуда она родилась. Потом она была подхвачена, и возникла вся эта доктрина трех ветвей одного народа, один православный славянский народ и так далее. Поэтому бессмысленно говорить, мы всегда были одним народом. Ситуация эта менялась, но очень важной частью является представление вот этой группы народа, сообщества о самом себе, о своей истории, о своих ценностях, культурных мифах. И в значительной степени это представление российское и украинское в значительной степени не просто не совпадают, а в некоторых чрезвычайно важных аспектах является прямо противоположным. Опять же, многие исследователи, в том числе западные, говорят, что сейчас в результате этой войны выкристаллизовывается украинская нация, а вот что такое российская идентичность, остается большим вопросом. Вы знаете, я бы, во-первых, не сказал бы, что все-таки украинская нация выкристаллизуется в результате войны. Это невозможно было бы. Война может ускорить какие-то процессы, стимулировать их и так далее, сделать более динамичными и стремительными. Но, конечно, она давно выкристаллизовалась. Но это для Украины, как и для других бывших советских республик, формирование национальной государственности не было проблемой, вообще говоря, потому что это периферийные части империи через борьбу за отделение, за независимость и за создание своей национальной государственности строят нацию. Этих примеров сотни в мировой истории. Это довольно обычная вещь. Народы или нации, вокруг которого строилась империя, для него это всегда гораздо более проблемная вещь. Как себя определить,
как выстроить, имперская нация всегда испытывает здесь очень серьезные проблемы. Иногда они решаются успешно, иногда они решаются неуспешно. Как вам кажется, вот этот процесс формирования российской национальной идентичности, является ли война частью этого или у нее другие причины? Да, я думаю, что первоначально так и было. И была идея, что это единый народ, который распилен искусственно на три части. Вот. И надо восстановить, но, как кажется, это мифология народа. Мало людей, которые действительно думают, что это один народ. Порой причины, которые разделяют русско-украинские семьи, вовсе не идеологические, а лежат исключительно в бюрократической плоскости, при этом абсолютно непреодолимы. Наша следующая героиня Вера – гражданка России. В Украине живет последние 14 лет, там же родила сына, который по отцу получил украинское гражданство. Она полностью поддерживает Украину, при этом остаться там сейчас совершенно не может. С момента, как началась война, собственно, все было нормально, пока не пришел срок обновления документов. В общем, моя ситуация получилась такая, что у меня еще был действующий вид на жительство, но его аннулировали. Потом мне пришло официальное письмо под Новый год, в общем-то, такой подарок получился. И в нем было указано, что мне необходимо покинуть страну в течение 7 дней. То есть я вот так вот раз и должна была там за Новый год собраться и 4 января уже покинуть страну, получается. И при этом, да, не берется в расчет о том, что ребенок несовершеннолетний. И ДМС предлагает: уезжайте, потом приедете, и мы все сделаем. Но сложность в том, что визы не дают. Есть там 11 или 12 всего случаев официальных. Для того, чтобы ее получить, кроме всего прочего, ее нужно сделать в стране, в любой стране. То есть это не должна быть там Украина или Россия, это любая третья страна может быть. Но для получения визы необходимо иметь вид на жительство в той третьей стране. Вот. Как получить вид на жительство, тоже пока непонятно. Мне хочется спросить про отца ребенка. Он как-то принимает участие в вашей ситуации, пытается помочь? Да, конечно. Вот. Конечно, ему тоже не хочется, чтобы или там, я разделялась с ребенком, или чтобы я забирала ребенка. И мы хотим видеть, как он живет, растет и как он развивается. Поэтому все, что можно было сделать, он делал. В общем, ищем варианты. Мы же думали там еще раз замуж выйти, пожениться. Но там новая проблема, потому как не работает никто сейчас. Никакие организации, ни ЗАГСы, ни нотариусы. В общем, не продать квартиру, не выйти замуж, там развестись можно. Вот. Сейчас какой план? Вы уезжаете вместе с сыном, вы уезжаете одна. С кем остается сын? Кажется, я уезжаю одна, а ребенок здесь заканчивает школу, вот, и планирует поступать здесь. Ну, так как я все равно буду сейчас жить в Молдове, тут каникулы, я думаю, что срок ко мне приедет. Вот, то есть пока что план такой, там будем ориентироваться. Вы меня простите за этот вопрос, но тоже не могу его не задать. Вот вы уезжаете из страны, которая находится в состоянии войны, да, где ежедневно погибают люди, и вы приняли решение оставить ребенка. Как вам удалось такое решение? Ну, оно, конечно же, дается нелегко. Я, знаете, как даже на него отвечу. Возможность уехать отсюда была практически всегда. Никто здесь не держал, да, насильно. Я, да, считала себя не очень хорошей мамой. В момент, когда все выезжали массово и вывозили детей, а мы оставались тут. То есть вот какой-то у нас был такой выбор внутренний, что мы остаемся тут. И мы хотим это прожить вместе, да, то есть что-то сделать, возможно, здесь для того, чтобы, возможно, помочь, что ли, ускорению этой ситуации, разрешению как-то, я не знаю, там единица, да, небольшая, но тем не менее, я еще могу сказать, что я живу относительно недалеко от определенного стратегического объекта, поэтому мы прям слышали неоднократно, и как ребенок ко мне прибегал перепуганный, и, то есть я в этот момент понимала, что, о боже, да, то есть зачем я так делаю, вот. Но тем не менее, то есть я спрашивала каждый раз, остаемся. Окей. Я уже, честно говоря, не помню, как это, я вообще не понимаю, как жить, да, там, без комендантского часа, без сирен, как вообще в мирном времени жить. Я уже сейчас это не помню, я не знаю.
Наша следующая героиня больше полугода пытается прорваться к своему жениху, бойцу ВСУ, в Украину. Однако ее не пустили ни пока он был в отпуске, ні на його похорони. Сьогодні прощаються з полеглим воїном, захисником, героєм України, який віддав найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Несмотря на то, что Татьяна этническая украинка, пока все ее попытки попасть в Украину не увенчались успехом. Одним из вариантов я для себя рассматривала предоставление защиты от Украины в Украине, и по настоящее время действует закон, который называется «Про надання додаткового або тимчасового захисту». Этот закон не отменен, он работает, по идее. И я увидел еще кейс девушки, которая приехала таким образом в Украину, и ее пустили. Я с этой девушкой связалась, узнала ее ситуацию. Я подумала, если пустили ее по защите, то меня пустят 100%. И вот в марте мой молодой человек получил отпуск на 10 дней, и мы в это время планировали расписаться. Меня не пустили в марте. Я ехала по маршруту Россия, Армения, Молдова, Украина. В Молдове я, заехав, сказала цель визита туризм. Почему я сделала так? Потому что я до этого месяца мониторила информацию с границ Молдовы от людей, которые говорили, кто заявляет транзит в Украину, то они просто остаются в транзитной зоне Молдовы и их отправляют обратно. Поэтому я заявляла цель туризма. Несмотря на это, Молдова все равно не пустила. После того, как мне отказали, я сказала настоящую цель поездки, объяснила, что это транзит, показала билеты в Украину. Все равно не пустили. За это время я 7 раз запросила предоставление политического убежища у погранслужбы Молдовы. Мне отказали, меня проигнорировали просто. Обратившись первый раз за предоставлением политического убежища, мне пограничник ответил: мы вам что, ООН? Второй раз разговор был еще хуже. Мне пограничник сказал, что вообще-то Молдова придерживается нейтралитета в войне между Россией и Украиной. Я говорю, а как же высказывание вашего президента о том, что Молдова до сих пор сохраняет суверенитет только благодаря тому, что сейчас воюют в Украине, и Украина защищает и свой суверенитет, и заодно суверенитет Молдовы. Он мне сказал, наш президент может говорить все, что угодно, газ мы получаем от России, поэтому при первом же изъявлении желания экстрадировать вас в Россию, мы вас экстрадируем. И третий раз, ответ был не менее странным от пограничника. Мне сказали, если у вас какие-то проблемы в Молдове возникли, вы можете позвонить в посольство России. Это мне сказали после того, как я заявил о том, что я боюсь возвращаться в свою страну, и мне там грозит потенциальное преследование. Я так поняла, что вы продолжаете пытаться тут попасть в Украину. Зачем сейчас? Мне больше некуда ехать. То есть я могу ехать сейчас там просить защиты где-то и так далее, но я не понимаю, почему я должна куда-то ехать, когда у меня есть дом, у меня есть родные и страна, которую я знаю, понимаю менталитеты, в которой хочу жить. Я не хочу скитаться по Европе, я не хочу работать где-то на заводе и искать еще какие-то альтернативные места. Я просто не хочу этого делать. У меня путь либо в Украину, либо просто в никуда. Что вы будете делать, если вас не пустят в Украину? Как не пустят? Меня пустят в Украину. Я не рассматриваю вариантов, в которые меня не пускают в Украину. Но если будет такой запрет, то я его просто не буду исполнять. Украина не обнесена бетонной стеной непроходимой. И в случае каких-то несуразных законов, если, например, после завершения войны власти Украины никак не решают эту ситуацию и не пускают таких людей, как я, то я думаю, что люди просто будут переходить границу, и все. Я могу вас расспросить о ваших отношениях с вашим молодым человеком? Да, в начале войны принял решение идти добровольцем, защищать Украину. Наверное, впервые такие взрослые отношения строила, где вы обозначили очень четко цели, что конкретно вы хотите от отношений и от совместной жизни. И мне тяжело об этом говорить, я не могу, меня просто вбивают в землю из-под ног, и тебе нужно в моменте как-то адаптироваться к происходящему и заново отстраивать свою жизнь. Я знала его маму,
сестру, я близко с ними общалась. Сейчас мы находимся в ежедневном контакте, мы говорим часами, потому что его мама мне постоянно повторяет то, что я, как будто бы женская копия его сына, ее сына. Потому что при общении со мной складывается ощущение, что как будто бы поговорила с ним. И вот именно во взглядах такое попадание и в отношении к жизни. И она постоянно говорит фразу, что есть пары, которых сводит Бог, и вот у нее такое впечатление было от нас. Перед смертью он приезжал в отпуск, в который я не смогла попасть, и говорил о том, что он впервые в жизни встретил человека, с которым он хочет и готов это делать прямо сейчас, создать семью. И потом просто он возвращается на фронт. Полетела пташка. Проходит 8 дней, и его больше нет. Буквально сразу после отпуска погиб. Как вы узнали об этом? Мне позвонила мама, его мама позвонила, она кричала в трубку, говорила: Таня, я не верю, к нам сейчас пришел родственник, вот у него служит на том же направлении человек, его родственник, и говорит, якобы умер. Звони его побратимам, спрашиваю, так ли это. Я позвонила, и мне сказали, что да, это так, но попросили не говорить маме, потому что это должен делать командир официально. Мне показалось странным, что он сказал, не говори маме. Я подумала, наверное, его очень сильно ранило. Наверное, сейчас борется за его жизнь, но зачем он мне так сказал? И, в общем, в ту ночь я не смогла уснуть. Я просто всю ночь писала и звонила ему, хотя телефон был, очевидно, выключен. И потом на следующее утро мать не дождалась звонка от командира, сама позвонила по имеющимся номерам. В итоге вышли на командира, он молчал, он говорит, у меня просто не открывается рот, чтобы это сказать, то, что Васи больше нет. И это стало просто огромным потрясением для его семьи, для меня. Очень много людей пришли на похороны, там была просто в несколько километров линия из людей. Когда Вася находился дома, огромное количество приходили на прощание, там просто этот дом, он не был пустым все это время, пока он там был. То есть люди просто шли. И это просто ужасно, потому что умер человек в таком возрасте, умер в 21 веке от того, что на суверенное государство нападает его сосед. У него было высшее образование, он сам поступил в Киев, он из маленького села в Западной Украине, он сам поступил в Киев, он там сам отучился, закончил, поступил в магистратуру, он планировал писать кандидатскую работу, он хотел в последующем преподавать в университете, у него прям к этому был талант к обучению. Он за этот год нашего общения, он просто из моего суржика сделал идеальный украинский. Я пишу свободно сейчас по-украински. И такие люди... Вообще любой человек заслуживает права на жизнь, но есть люди, которые своей жизнью делают другие жизни лучше. Вот он был из таких, и такие люди должны жить и жить долго, там, до глубокой старости. Они должны другим людям показывать своим примером, каким можно быть человеком. Рано или поздно война закончится. Удастся ли восстановить отношения внутри семей? Удастся ли восстановить отношения между россиянами и украинцами? Сколько это вообще займет времени, если это возможно, на ваш взгляд? Это очень зависит от того, как закончится, и от того, что будет после. Само по себе такое не рассасывается, само по себе такие раны не заживают сами по себе. Это требует большой работы по осмыслению. А для того, чтобы такая работа по осмыслению была возможна,
Должны быть тоже какие-то определенные условия. Должна быть какая-то помощь в этом. Ну, время, конечно. Практика показывает, что людям очень сложно признавать, например, какую-то вину или какое-то зло, к которому они были причастны, в ситуации такой личной ответственности, личной вовлеченности. Да? Там, когда сейчас говорят, а вот все немцы признают, ну, надо понимать, что признают либо те немцы, которые тогда еще не родились или были грудными младенцами, либо те немцы, которые уже тогда были, что называется, в оппозиции, да, в таком противостоянии, какие-то интеллектуалы, которые были против самого начала. Следующее поколение может себе позволить роскошь бить себя в грудь и говорить, что мы все виноваты, именно потому, что личное каждый человек из этого поколения ничем не виноват, но просто потому, что он тогда не родился или был младенцем. Те люди, которые такие, им есть за что себя винить, им очень сложно изменить свое мнение, принять на себя эту ответственность и сказать, да, мы творили зло. Это должно быть какие-то невероятное стечение обстоятельств, какая-то невероятная сила внутренняя, да, чтобы быть на это способным. Да, вот война закончилась, стали понятны всем ужасы произошедшего, человеческие жертвы, пытки. Ну, опять-таки, что значит стало понятно? В Советском Союзе, например, очень много говорили про пострадавших во время Второй мировой войны, тоже не сразу. С 70-х годов начались все эти мемориалы и так далее. Да, первые 20 лет ничего такого не говорили. Все было очень такое, мы победили, и хорошо. Все мемориалы, там, Хатыни, Пискаревское кладбище, все остальное, это вот 70-е и позже. Казалось бы, да, это должно было дать такую вот прививку, чтобы такое не повторилось никогда. Но на практике это дало странный результат. Такое убеждение, что поскольку мы были жертвами и сами это делали, а мы сопротивлялись и победили, то мы сами-то носителями чего-то подобного быть не можем, в принципе, по определению. Почему? Потому что это же мы же победили тогда. Потому что мы же вот страдали, мы же все это прожили, поэтому мы такого делать не можем. И если нам показывают, что мы можем, от нас отлетает как гора под стенки. Когда мы имеем дело с такими вещами, мы имеем дело вот с таким феноменом, который еще Берт Хеллингер назвал когда-то чистая совесть. Когда ощущение своей правоты и безупречной такой чистоты больших конфликтов делает, в общем, с людьми чудовищные вещи. И здесь всегда победитель более уязвим, чем побежденный, потому что победитель в этом смысле слова, как сказать, съедает печень врага неизбежно. Убирает в себя все то, с чем он боролся, при этом в упор не видя это в слепой зоне, да, потому что мы же с этим боролись, и у нас этого быть не может. Давайте в будущее перенесемся. Россияне вдруг осознали, что произошло, включая вашего мужа. Что вы ему скажете? Вы знаете, мне кажется, что он уже сейчас немножко по-другому смотрит на многие вещи, просто мне об этом не говорит. Может, мне так кажется, может, мне так хочется. Но мягче у него выражение лица в целом, когда он... Ну, я же вижу, что он все равно смотрит какие-то новости. И вот что-то неуловимое, вот это вот, как будто вот, вы знаете, как капелька, вот капает. Вот какие-то уже, сомнения, мне кажется, они уже появляются. У моего супруга, мне так кажется. Допустим, все там завершилось, дай бог, чтобы это было поскорей, и скроются, какие-то факты, какая-то правда, да, там люди поймут, что было все совсем иначе, чем им преподносили. Я буду очень счастлива, что если это произойдет. Я буду счастлива. Я буду понимать, что я не зря здесь осталась, значит.